Настоящий средневековый замок Германии, величественно возвышающийся над пышной растительностью и носящий гордое имя «Замок дракона», все это мы ожидали увидеть, когда планировали свое путешествие в немецкий городок Кёнигсвинтер, но не увидели. Посещение замка нужно планировать заранее. Без этого придется довольствоваться возможностью наблюдать замок издалека, пытаясь что-то разглядеть за густой растительностью. Примерно вот так. Здесь я еще не знаю о том, что впереди нас ждет большой облом, и живо призываю вас смотреть это видео. Друзья, вы на канале Оля про Германию, и сегодня мы отправимся с вами на очень интересную экскурсию. Сегодня вы увидите вместе с нами два замка. Это замок Драхенбург и замок Драхенфельс, точнее его руины. Сюда можно подняться на фуникулере, который сейчас, к сожалению, не работает, поэтому мы идем пешком, и пешком идти около 40 минут. Поехали! По пути в замок мы встретили множество различных фигурок и картинок с драконами. И это неудивительно, ведь свое имя замок Драхенбург получил благодаря легенде о драконе, который некогда жил в этих местах и поедал кровожадно людей. На месте убийства мифического дракона сегодня располагается зал Нибелунгов, внутри которого есть пещера дракона и зоопарк рептилий. Дорога к замку не из легких, достаточно крутая и достаточно длинная. Я уже вся запыхалась, хотя мы прошли совсем немного еще. Но мы же отчаянные любители спорта и приключений, а железная дорога, ведущая к замку, для слабаков. А вот и фуникулер, кстати, который как по заказу в день нашего приезда не работал. Зато, поднимаясь пешком, можно сполна насладиться видами и панорамами, открывающимися на город и реку. Кстати, замок Драхенбург на самом деле не такой уж и средневековый, как оказалось. Построен он был всего лишь в 19 веке. Даже существует такая легенда, что Драхенбург – это лишь фейк настоящего замка, построенный для привлечения туристов, а истинная достопримечательность спрятана чуть дальше по горе за лесом. И мы, конечно же, отправились на ее поиски. Замок Драхенфельс оказался гораздо интереснее, чем ожидалось, хотя сегодня на его месте и остались только руины. Но только представьте себе, это строение стоит здесь аж с 12 века. Раньше он служил стратегическим объектом, охранявшим границы епархии. Во время 30-летней войны, затронувшей в 17 веке почти все страны Европы, замок был разрушен и с тех пор не восстанавливался. Название замка Драхенфельс в переводе обозначает «гора дракона». Рассказываю, как же добраться до этих супер крутых замков. Лучше всего и удобнее всего будет добраться сначала до Бонна.
на любой электричке, которая ходит в Бонн, и от Бонна уже доехать сюда на метро. Метро номер 66, это же метро, оно же под землей идет. Трамвай. Тут нет метро, тут трамвай. И от Бонна уже доехать на трамвае метро номер 66. И этот трамвай или метро ходит прямо от вокзала центрального в Бонне, поэтому вы его найдете очень легко, я думаю. Всего вся поездка, бюджет поездки вышел у нас 17,5 евро на человека, если не подниматься сюда на фуникулере. 17,5 евро, я посчитала, это билеты туда-обратно из Дюссельдорфа до замка, с учетом того, что у нас есть проездной по Дюссельдорфу и была скидка. Друзья, помимо посещения замков Драхенбург и Драхенфельс, я еще очень советую погулять по городу, близ которого они находятся. Кёнигсвинтер совсем небольшой, его население составляет всего около 40 тысяч человек, а во время пандемии он вообще выглядит пустынным. Но в этом и заключается его очарование. Я вообще считаю, что вся прелесть Европы, ну Германии-то точно, заключена именно в таких малолюдных, умиротворенных местах, а отнюдь не в столицах. Именно здесь можно познать истинный дух страны и сполна насладиться ее архитектурой. И, конечно, умопомрачительной природой. Здесь еще неподалеку есть замок Волькенбург. Но, если честно, я про него информацию не нашла в интернете вообще никакую. Ни на русском языке, ни на немецком. Если, ребята, вы что-нибудь слышали, знаете про этот замок, пишите в комментариях. Пишите в комментариях, как вам сегодняшняя экскурсия. А я с вами на сегодня прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и включайте уведомления о новых видео. Всем пока!